Всем привет, друзья! Вы на канале Делай то, делай это. С вами Ким. Сегодня мы поговорим о боевых спецмуравьях. Давайте мы перейдем во вкладку спецмуравей, расположенный на нижней панели инструментов. Ее можно наблюдать здесь. Давайте я сейчас выберу цвет, покажу вам. Вот вкладка, мы на нее щелкаем, переходим. Открывается панель, где мы видим всех своих муравьев. Для того, чтобы сформировать наиболее мощные отряды, необходимо тщательно рассмотреть типы муравьев солдат и специальных муравьев. Специальные муравьи делятся на хранителей, стрелков и перевозчиков. Хранители, представители особых муравьев, это такие вот у меня расположен свирепый муравей-жулик, один из муравьев-охранников. Также к ним относятся муравьи Афонтохилус рагерси. Вот вы его видите. Далее муравьиный паук-скакун. Цифармирмикс флавидус и мастер мимикрии. Вот данные муравьи отлично руководят муравьями-хранителями, охранниками по-другому. Дальше мы рассмотрим стрелков. К стрелкам относятся специальные муравьи, представители их, такие как панда-муравей. Считается одним из топовых муравьев. Дальше толстокожий свирепый муравей. Значит, здесь у меня из наличия стрелков больше нету. Свободных у меня, но он без дубля пока, Томер Макс Атракс стрелок. Также из еще не вылупившихся есть красный бархатный муравей. Это специализированные стрелки, муравьи-стрелки. Давайте посмотрим далее. Это муравьи-перевозчики, или, как их называют, носители. Первый, вот, кто у меня есть, это тротуарный муравей. Далее армейский хлопчатый муравей. Из формации у меня больше нет. В свободных это оранжевый муравьиный паук. Он сравним, как и у стрелка, как панда, такого же уровня. И эцетон бурчелли. Это в свободных муравьи-перевозчики, и не вылупившись у меня нету такого муравья, колесный жук. Вот, это специальные муравьи-перевозчики. Далее давайте мы рассмотрим четвертый вид. Это специальные муравьи, которые универсальные. К ним относятся золотой панцирь, бамбуковый изогнутый муравей, Джек-муравей-скакун, гигантский зубчатый муравей. Так, дальше свирепый пуля-муравей. Из формации больше нету универсальных. Проходим дальше, смотрим. Еще не вылупились. Это киренекский муравей-прыгун и муравей-пилот. Это у меня универсальные муравьи. Дальше мы рассмотрим пятый вид. Это охотники. К нему относится из оранжевых муравьев только один. Это оранжевый колючий муравей. Отлично охотится на диких существ. Вы видите значок ликвидации в левом верхнем углу. Так что он может помогать на начальных этапах убивать диких существ. Он очень хорошо с этим справляется. Универсальный специальный муравей
принесет наибольшую пользу, когда будет руководить любым видом муравьев-солдат. Муравьи-солдаты, отличающиеся особыми муравьями, могут извлечь наибольшую выгоду только тогда, когда ведут своих отличающихся муравьев-солдат в бой. Давайте рассмотрим специальное расположение муравьев, специальные навыки муравьев. На примере муравья-панды. Оранжевый специальный муравей имеет 8 навыков. Эти навыки расположены вот в нижней части экрана. Мы их видим. Навык 1, 3, 4, 6 и 7. Давайте я их обведу. 1, 3, 4, 6 и 7. Вот эти навыки. Это командные навыки. Остальные другим цветом. Давайте. 2, 5 и 8. Это боевые навыки. Предбоевой навык или навык поддержки. Навыки 1 и 6 это навыки доминирования. Чем больше развит этот навык 1.6, тем больше вы можете переносить муравьев-солдат. Улучшайте этот навык, чтобы переносить большее количество солдат в походах. 10 левел это максимальный у данного навыка. Он открывается, вот этот данный навык, когда у вас выпадает второй такой же муравей из скорлупы. Как разместить специальных муравьев? Всех интересует данный вопрос. Положение специальных муравьев зависит от эффективного диапазона их навыков. 2, 5 и 8. Это у нас 2, 5 и 8 навык. Значит, вы должны разместить специальных муравьев с более коротким радиусом действия в первом ряду и более длинными в заднем ряду. Как мы уже говорили, у данного муравья действие дальности 2. Соответственно, его лучше размещать в первом ряду. А такого муравья, к примеру, как Джек-муравей-скакун, мы видим, что дальность действия 5 у него, его лучше размещать в заднем ряду. Помимо эффективного радиуса действия, вы также можете разместить специальных муравьев с целебными и защитными навыками в первом ряду. Как выбрать специальных муравьев? Положение специальных муравьев соответствует навыку 2, 5 и 8. Урон, который наносит муравьи-солдаты, зависит от навыков, эволюции, насекомых и так далее. Вероятность активации навыка, урон, частота атак, продолжительность эффектов являются ключевыми элементами, которые следует учитывать. Кроме того, некоторые командные навыки также важны, такие как 6 навык, к примеру, возьмем мастера мимикрии. 6 навык, вот он, сейчас я его покажу, вот здесь. Нажимаем на него, мы видим, что скорость похода очереди специального муравья увеличится на 50%. Атака муравьев-охранников увеличится на 30%. Боевая скорость очень важный элемент для боя. Она определяет, кто атакует первый. Вы можете организовать размещение специальных муравьев с описанием их навыков. Получите самое сильное позиционирование, экспериментируйте в боях. Мое рекомендуемое расположение это в первой единице. Давайте перейдем в мои отряды. В первом здесь напишем, что это 1, 2 и 3. В первом мы размещаем специального муравья, обладающего защитными навыками и навыками ближнего боя с дальностью от 1 до 3. Во второе подразделение мы ставим специального муравья с навыками защиты и средней дальности
от 3 до 5. Дальность от 3 до 5. От 1 до 3. И в третий блок специального муравья ставим обладающего агрессивными навыками и навыками дальнего действия от 4 до 5. Вот такое расположение с такими навыками приблизит вас к победе над противником. Имейте в виду, что это немаловажно, потому что разные расположения муравьев делают, ну, как бы, исход боя получается разным. Например, вот с таким расположением, как у меня сейчас, был бой с девочкой. Ну, я так полагаю, что это девочка по аватарке. У меня в защите в кристальной пещере стоит отряд. И вот пока мы с вами снимали видео, произошла атака. Давайте посмотрим отчет боя. И у меня успешной защиты рудные жилы. Ну, по аватарке мне кажется, что это девушка, но может быть и нет. Потому что по иероглифам я их читать не умею, к сожалению. Ник мне непонятен. Мы видим, что сила потерь моя чуть ниже, чем у игрока, нападавшего на меня. Давайте рассмотрим отряд, который произвел атаку на меня. Я считаю этот отряд топовый, потому что он состоит исключительно только из стрелков. Панды, толстокожего и атракса. Это специализированный отряд. А у меня отряд состоит из одного панды, который относится к стрелкам. А два других это универсальные бойцы, но они расположены правильно по тем критериям, что я вам показывал до этого. Можем посмотреть характеристики. Здесь у меня на защите 9-й богомол, который отвечает за стрелков. 8-е усиленные стрелки у меня. А у нападавшего игрока 10-й богомол, также с 8-ми усиленными стрелками. Но при этом он проигрывает. Если мы взглянем на характеристики войск, то мы увидим, что в данной ситуации у меня проигрывает атака в процентном соотношении, но защита моя намного выше, нежели чем у игрока нападающего. И здоровье. Здоровье мое также выше, чем у игрока. Так, что я хотел этим сказать? Только правильное расположение ваших отрядов, соответственно, смотрите мои рекомендации, и тем самым вы будете побеждать топовые отряды даже с более сильными животными во главенствовании. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, есть там колокольчик. Не пропускайте значимые видео. Для иностранцев я обязательно сделаю субтитры, чтобы ребята, которые совместно со мной играют, могли также легко перевести данный контент на свой родной язык. Всем спасибо, пока, до